Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Вы попали на канал Дела Семейные, и мы начинаем нашу новую серию с деревни. Яна уже... Только вчера кухню поставили, а она уже сказала, я уже буду сегодня что-нибудь готовить. Ну да, все же ждут зрители. Вот. Я уже даже придумала. Да, там что-то такое интересное будет. Мне нужно плинтус. Раз, вот здесь уголок, только я не знаю, как мне это отмерить. Тут он развернутый на 37 градусов. Ладно, 45 был. Поэтому я пока не знаю, как мне так его отрезать, чтобы он сюда так хорошо стал. Ты справишься, я в тебя верю. Я попробую. Я попробую, но не обещаю. Так, и уголок тоже я сделал. Ну рассказывайте, что вы делаете. Да, и я сейчас буду делать необычное блюдо. Ну, я не знаю, может кто-то, конечно, делал такое, но мы с тобой его пробовали. Это очень вкусно, и мы давно уже, конечно, не готовили, мы забыли. Вот, сейчас я расскажу,
что такое интересное. Мы сегодня будем с вами готовить такое блюдо — мешочки с куриными ножками. Ингредиенты простые, все очень просто, легко и, в принципе, быстро. Для этого нам понадобится тесто слоеное, желательно бездрожжевое. Сами ножки — это самый главный ингредиент. И для зажарки лук и морковка. Можно еще по желанию грибы. Мы не будем, чтобы ели дети. А, еще нам нужен сыр. А в основе наших мешочков, ну, естественно, мы же белорусы, будет картофельное пюре. Мы сейчас варим картошку. Провод мы все-таки вот этот, который под подсветку планировался, мы обрезать пока не будем. Мы еще до конца не определились. Были ваши предложения, но у нас есть такая идея, как картина. Сюда такая большая картина, только мы еще пока точно не знаем, что на ней будет и какая она будет, но она будет с подсветкой. Ну и как бы, возможно, с нашим логотипом, с нашим названием. То есть, как бы, есть такие планы. Пускай пока провод висит, вот так вот. Дальше определимся. Никто не хочет облюбовать наш домик. Никто еще не прилетал, ни одна птица, поэтому Яна говорит, что нужно ее перевесить. Я думаю, что ее надо подвесить. Ну, чтобы она висела. Куда? Ну, надо попробовать. И я думаю, что там, где детские комнаты, между ними, помнишь, у нас в прошлом году висела? А, ну, она же висела, там кормушка точно. Но у нас вот летом, когда была кормушка, то воробьев было много, правда, на дереве она висела. Ну, да. А сейчас что-то вообще, ну, надо попробовать еще подвесить. Ну, а вдруг? Если уже нет, то на хутор повезем. На хуторе птиц, разновидностей много. Там любят полакомиться в лесу. Я всегда, когда готовлю, включаю наш канал и в основном включаю старые видео. И вообще так интересно смотреть, когда они кушают, какой Тимур. Маленькие. Прикольно, да? Да. Снимаем мы уже видео достаточно долго. Сколько? Уже 5 лет, 5 наверное. лет. Поэтому, Да, летом было 5 лет каналу. может, кому-то будет интересно, заходите на канал, листайте в самый низ. И можете смотреть. Николь даже с бутылкой еще была. Это же в городе, на съемной квартире. Наша съемная квартира. Вот какая она. Но у нас всегда такая прикольная ходила с этими с антенками. Мы, когда она была маленькая, уже перед самым переездом сюда попали в больницу, у нее была пневмония. И она ходила с такой антенкой. И ее медсестры там знали, она такая, она же у нас шебрушная такая. Она же не сидела в палате, она постоянно бегала вот так вот по коридору. И ее девочка-антенка назвали. И мальчик ее один называл девочка-загребучка. Она когда на кровати сидела, постоянно что-то играла, но она очень активная, она не могла просто усидеть, поэтому мы часто выходили на коридор. Ну да, я помню, с этими то одна антенка, то две. Поэтому смотрите, как мы начинали. Яна заметила за нами косяк. Мы когда с детьми воду подключали, там чуть-чуть подкапывает, да? Да. А какой вот тот правый? Да. Сейчас посмотрим. Холодная, наверное, вода подкапывает. Тебе сейчас вода пока не надо, я отключу ее. Да. Чуть-чуть. Хорошо. Устраняйте, пожалуйста, свои недостатки.
Как я делаю пюре? Мы сцеживаем воду. Сейчас лишняя жидкость выпаривается и наливаем молоко. Бросаем еще сюда масло, кусочек. Ждем, когда наше молоко хорошенько закипит. Когда молоко закипело, все готово. Теперь нам надо это все взбить. Такое нежное, воздушное. Вкусно. Оставляем наше пюре, оно должно остыть. И будем заниматься нашим тестом, а пока разогреем духовку. Уже 2 дня, снега растаяло, больше половины. Везде все течет, уже землю видно, но там идет какой-то снова к нам циклон. Буквально на пару дней такое потепление, дальше опять морозы и снега передаются. На улице сейчас +2, а в теплице +4. Вот так вот хорошо тает снег. Ждем следующего Хавьера и снова накидаем туда снега, пускай земля пьет водичку. Все. Супер. Коты не достанут, я знаю, что вы переживаете, будете сейчас писать комментарии. Она подвешена, сюда никто не залезет. Напротив 2 детских окон. Вот так вот. Посмотрим, может сюда прилетят. Они как бы здесь в саду почаще летают сейчас зимой. Так, сейчас разбираемся с нашим тестом.
Это надо нам его поделить. Поделим мы на 6 частей. Самое сложное — это вот их скрепить. Надо как скрепить, чтобы они во время запекания тесто не разделилось. Поэтому надо брать бездрожжевое, потому что дрожжевое очень сильно будет расти. И оно тогда раскроется, это однозначно. А здесь должно все сохраниться. Поэтому самое сложное — это собрать. Так легко. Не, ну ты и так уже, хочу тебе сказать, с тестом хорошо работаешь. Раньше ты вообще не любила с ним работать. Да. Дети уже ходят по пятам. Во-первых, хотят мамино блюдо попробовать. Во-вторых, немножко попозже покажем, что они еще ждут. Уже аж свербит, да? Да. Самый красивый получился первый и последний. Все. Смазали противень и аккуратно отправляем наши мешочки. Сейчас при большом градусе, где-то 180, мы их подпечем. А дальше мы уменьшаем нашу духовку, чтобы у нас же все готово. Надо тесто и курица. Надо, чтобы внутри хорошо курица приготовилась. Будем смотреть по мере готовности. Где-то, может быть, с ножичком проколю, посмотрю, как там курица проткнется. Ну и курица ж недолго готовится. Я думаю, минут 40, ну 50. Сейчас минут 10 подпечем. Все. Будет готово. Тимур, ты должен это оценить по-любому. Хорошо. А Ника сказала, будет рыбу есть? Папе Да. Спасибо. и пюре буду есть. Остался еще один. А чего ты на меня смотришь? А на Тимура смотри. Горячо. Ну, я же говорю на Тимура. Они как будто с сахаром, когда я готовлю.
Перелетается. Ну что? Сейчас, подожди. Мне так нравится, как он пробует всегда новое какое-то блюдо. Сейчас, подожди сюда. Ну что? Нравится. Вкусно? Да. А что это такое зеленое? О, он разваливается. О, смотри, вообще. О, получилась тарелочка. Зеленое? Ну да. Десерт, ой, десертная, говорю, такая мясная, картофельная. Вот так вот раскрывается, и тут мясо так, оно прям развалилось там. О, И ты вот так вот вместе с картошечкой вот так вот. Оп. Угу. Необычненько вкусно. Знаешь, как похоже на что? На... Оно сейчас так развалилось, как картошка в углях. Молодец. Вкусно. Главное, что дети едят. Тимур ест. Молодец. Ник, попробуй. Не хочет. Это очень вкусно. Знаешь, как что получилось? Я сейчас понял. Есть такие слойки с картошкой. Ну да. Точно. а Тимур Вот мясо из-за берет. вот этого теста, вот да, вот прям такие, ну ты ела, да? Есть такие с мясом, там с каким-то всяким типа фаршем, есть с картошкой. Да. Вообще класс. Насмотрелись мы тут, получается, печь и плавать. Дети увидели беговую дорожку, и все. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но у нас так, напополам. У нас дети собирают деньги, которых там дарят на день рождения, на Новый год, там просто бабушки, дедушки дают. И мы их всегда приучаем что-то вкладывать. Они что-то себе покупают в комнату, то, что они хотят, и мы сказали напополам. Ну, все же будем бегать. Они, мы с тобой, и мы разделили на всех. И дети тоже вложили свое. Ну, и заработали на беговую дорожку. Я считаю, здорово. Да, да.
весь этот материал. Тут у меня остались брусы 3-метровые, большие, 10 на 50, 100 на 50 и 50 на 50 брусы 2-метровые. Это все в ближайшее время используется, поэтому я это все сейчас занесу домой в комнате, которая с печкой, аккуратно там сложу. Хотелось бы напомнить, что в прошлой серии мы с холлом что сделали? Это обшили все стены. 1, 2, 3, 4. За исключением дверных проемов. Мы еще не знаем, какой точно размер двери будет, но ориентировочно, наверное, 70 на 200. Это верхняя балка останется. Возможно, вот это не до конца подрежется. Здесь будет штукатуриться, и здесь тоже вот это будет, наверное, подрезаться. Тут нужно делать немножко поменьше. Хотя это, наверное, стена не несущая. Вот так вот. Сегодня хочу заниматься потолком. Зашьем потолок. И, наверное, начнем освобождать кухню. Потому что там предстоит нам пол, там предстоит нам печка, там предстоят нам стены, потолок. Там полный ремонт. То же самое. С USB панелями в той комнате было легче потолок обшивать. Они хоть и тяжелее, но ими управлять легче. А ДВП, он очень мягкий. Туда-сюда крутится, я уже, наверное, больше часа тут эти 4 листика небольших прикручиваю. Пока что это выглядит не очень красиво, но еще будут плинтуса по краю. Здесь будет имитация бруса из досок. Это все обошьется, зашьется, щелей вот этих всех зазоров. Этого всего не будет. У меня сейчас руки отвалятся. USB было бы легче обшивать.
Под прошлым роликом были комментарии, когда я рассказал, что в дом через печь, через дымоход кто-то лазит поставить фотоловушку. Напомню, что вот кирпич был достан под прочистку печи русской. И вот здесь вот были такие следы протертые. Тут пепел лежал. И вот так вот натерто было. Да, я тоже об этом думал, чтобы поставить там фотоловушку, но в этот раз я приехал, как бы следов не было. Может, это один раз кто-то сюда залез, вылез. Но если будут замечены еще следы вот здесь, вот я эту прочистку закрывать не буду, то мы обязательно поставим камеру и посмотрим, кто сюда к нам лазит. Кто может по дымоходу так пролезть до самого верха и обратно. Старые двери выносим. Возможно, вот эту вот дверь еще пригодится в погребе. Она такая хорошая, массивная, но не факт. Как бы я ее ломать, пилить пока не буду, я ее спрячу в погреб. А вторую на дрова. Тяжелые двери. Под предпоследним роликом, наверное, нам понравился один комментарий, как написали назвать этот дом хижиной. Как бы нам тоже оно понравилось, такое название. Но очень много людей против того, чтобы мы назвали липовый. Ну да, может быть такое двоякое название, но, наверное, в этом и вся суть. У нас, возможно, когда-нибудь появятся соседи, но это не факт еще, но в будущем такое есть. И назвать его хутором будет уже неправильно. Поэтому как бы мы решили его назвать липовым хутором. То есть у нас есть вот такая вот огромная липа, которая стоит прямо над домом. Она вековая, ей, я не знаю, сколько должно быть лет, чтобы вот такая вот, как два меня, нужно ее обхватить. Спиливать мы ее никогда не будем, мы ее, возможно, немножко только подрежем. Ну и вот поэтому как бы хутор под липой, да, красивое название. Липовый хутор, с тем, что, возможно, когда-то тут будут соседи у нас, и хутором мы больше не назовемся. Но хижина, вот это очень красиво звучит, поэтому, наверное, благодаря вам мы назовем вот это прекрасное место, в котором мы создаем свой уголок райский, назовем его хижина под липой. Либо липовая хижина. Поэтому напишите, кому нравится, нам в комментариях. Привет, красавец. Это, кстати, друзья, мальчик. Мы его называли всегда Дымка. Это мальчик. Красивый. Я сейчас поздновато приезжаю и раньше, чем обычно, уезжаю с хутора, потому что дома смотрим за хозяйством. Дедушка с бабушкой на черничном хуторе. Утром всех открыть, накормить, напоить, протопить их дом, протопить у курей, там, где у нас брамы живут. Самому позавтракать, потом еду сюда. Здесь немножко работаю до часиков, где-то 4. И обратно уезжаю, потому что нужно всех закрывать. Снова у брам топим, мы их топим 2 раза, чтобы они там не замерзли. Всех закрыть, накормить. Поэтому работы на хуторе идут так, быстровато.
Еще так, из такого немного ценного, у меня есть вот такая вот столешница. Она тоже старая. У меня когда-то у деда на хуторе был похожий стол. Вот видите, с такими деревянными шуфлядами вот здесь вот. Наверное, у кого-то тоже был такой стол. Его можно отреставрировать, восстановить. Ножки сюда красивые купить. И вот еще хороший стол. Вот. Следующим помещением, в котором мы будем заниматься, это будет кухня этого старинного дома. Все вынесли, все подготовили. На сегодня будет здесь все. Очень долго провозился я с потолком, потому что неровно, где-то перекос туда-сюда подогнать, чтобы было минимум щелей на стыках. Но ничего страшного. Если, в принципе, приезжать каждый раз и выполнять одну задачу, то так потихоньку и мы к весне, точнее не к весне, а уже к лету подойдем, так что здесь можно будет переночевать. И будем спокойно заниматься делами во дворе. Ну, а эта комната, в принципе, чтобы работать, когда приедем в следующий раз, она уже готова. Все точно так же. Начинаем с пола, ложим лаги, крепимся, USB плиты, потом стены, потом потолок. И вот эта кухня, которая там стоит, она пойдет сюда, где-нибудь мы придумаем ей место. Вот так вот, друзья, получается. По чуть-чуть, лилипутиками, но мы идем к нашей цели. Все, встретимся, друзья, уже в деревне. Бабочка спит, но я думаю, что она сегодня проснется. В доме 7 градусов тепла. Я приехал с хутора, а Яна уже что-то готовит. Но пока по ингредиентам я не сильно понимаю, но я вижу какао это или что. Это, наверное, будешь какой-то пирог делать. Да. Ну, не просто пирог, а пирог как пирожное. Очень необычное и очень прям легко готовится. Для данного шоколадного пирожного, пирога, не знаю, как правильно называется, у меня просто тут есть тетрадка. Я еще была подростком. Я сюда записывала свои рецепты, сама узнавала, сама записывала. Потом, когда с тобой начали вместе жить, вот с этой тетрадки, вот с этой, я готовила. Я тебя удивляла с нее. Это я сегодня даже залезла по листам, ну ничего себе, я столько всего готовила, но я вспомнила про этот пирог и решила с вами поделиться. Прям реально очень быстро и легко его приготовить. Столько всего.
Будем готовить, в общем. Хорошо, что я ее нашла. Нет, Я- знаешь что? Хорошо, что мы беговую дорожку купили. Ну, Сейчас можно на вечер наесться и потом еще до сна эти все калории выгнать. Ну да. Ну я, Прямо дома. что сделаешь? Как многие пишут, Диана так готовит, ну что делать? Во-первых, дети есть. Если, может, мы с тобой вдвоем жили, мы бы приготовили там, я не знаю, овсяный блин. У нас, кстати, много ИПП рецептов у меня есть. Я когда-то худела до знакомства с Артемом на 16 килограмм. На 16. Между прочим. А весила я так, как сейчас вешу. Но почему-то я выглядела немножко пополнее. Я не знаю почему. Но вес у меня такой, как мы с тобой, вот, как я начинала худеть до нашего знакомства. Я похудела на 16 килограмм. И худела я, естественно, тем, что я ничего не ела. Я правильно старалась питаться. Потом, когда родился Тимур, прошло время, мы с тобой, помнишь, еще раз худели? Мы с тобой еще раз худели, и тогда ты похудела на 10 килограмм. И я, по-моему, похудела на 10 килограмм. Поэтому опыт имеется, конечно. Ну, может, и будем вас... Вообще напишите, радовать вас какими-то ПП-рецептами необычными, чтобы было и вкусно, и низкокалорийно, и на которых можно худеть. Но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о пироге, от котором точно не похудеешь. Сейчас мы о том, как потом согнать эти калории. Но пирог вкусный, и детям, и всей семье понравится, и иногда же можно себе баловать. Я уже смешала стакан масла подсолнечного, стакан сахара и стакан молока. Еще нам сюда надо добавить 4 столовые ложки с горкой какао. А я, пока Яна готовит пирог, хочу сделать столик для котиков. Когда устанавливали кухню, из нашей столешницы вырезали 2 куска вот таких вот больших. Там есть еще один. Это установили варочную панель. И мы, конечно же, эти кусочки выбрасывать не будем. Мы их применим. У нас, слава богу, есть куда это все применить. Мы все смешали, наш сахар растаял, нормально размешалось все какао. Теперь нам надо примерно разделить наполовину. Ну, я буду смотреть на глаз. Разделили мы на 2 части, эту часть оставляем. Сейчас будем работать с одной частью. Нам надо туда добавить муку, яйцо, ванильный сахар и разрыхлитель, столовая ложка. Но у меня разрыхлитель закончился, я возьму соду, 1/4 часть чайной ложки и погашу ее уксусом.
Так, все, мы смешали. Сейчас подготавливаем форму. Правда, у меня форма большеватая. Лучше чуть-чуть поменьше, но у меня круга поменьше нет. Тогда будет, ну, толще тесто. Сами пироженки будут немножко толще, но это на вкус в принципе не влияет. Сейчас мы смажем. Будешь помогать. Маш. У нас радостное событие. Мы теперь без гипса. Нам сняли гипс. Теперь полноценный помощник. Ну, еще надо руку немножко размять, да, разработать. Ну, это уже вот она сгибает. А поначалу не сгибала. Молодец. А так все хорошо, с ним сделали, все хорошо. Да. А я Она уже помню. по садику соскучилась, уже ей дома надоело сидеть. Ага, мне грустно. Да, ей грустно, ей надо дети. Мне очень грустно. А еще капельку сюда вот. Это моя рука. Ух ты. А здесь какой-то вот шоколад. Все, это отправляем в духовку при 180 градусах. Ну, на минут, я думаю, 20-25. Будем смотреть, протыкая шпажкой, так как форма большая, быстро спечется. Ну и вот это все, что осталось. Всем стало интересно, чего же оно осталось. Да, мы достанем пирог, мы его горячим зальем вот этим вот оставшейся нашей смесью. Потом видите, что с ним произойдет. Все, сейчас заливаем нашей смесью горячий пирог. Это обязательно, чтобы он был горячий. Все, видишь, он впитывается. Будем ждать до полного остывания. Вот он сейчас постепенно впитывает, оно стекает, и я немножко его обливаю. Это уже это говорила. А потом, когда он хорошо остынет, что останется, вот эта вся смесь как сделается глазурью. Он будет очень сочный. Вау, шоколад так блестит. Я боюсь, что он в садик пойду.
Та-да. Когда нам делали кухню, я взял маленькие курсы и сделал пока свою первую, но маленькую кухню. У нас же есть члены нашей семьи, которые имеют тоже разную кухню, как и у нас. Миски для еды одни, для воды другие, все у них разное. А теперь они на нашей новой кухне будут есть и в своей новой кухне. Это тигры. Ну, показывай. Показывай? Да, мы никто А у не нас видел. тигры. Вау. У нас дома тигры живут. Вот, у нас Это остался нельзя. кусочек столешницы, такой же. Я из него вырезал по 4 миски. Вот над этим котом, правда, я провозился. Я думаю, что там так долго делаешь. Мы с Тимуром все уроки сделали, а его все нет. А я покупалась. И теперь с вот рукой. у них такой красивый кот получился. Их Очень. нет. Нормально. Похож на кота? Да, Руки Я долго нет. старался, что он был похож на кота. молодец. Руки не отличить. Классненько. Молодец. Чтоб наши кисики росли сильными, здоровыми, всегда были наезжены. Я взяла еще чуть-чуть, налила, оно сейчас застывает. Как-то немножко я, наверное, не угадала. Чуть больше надо было на тесто вылить. Вот, а так все прекрасно получилось. Ну, он сейчас пропитается и будет Да, еще он сейчас вкуснее. будет просто настолько влажный, настолько сочный. Поэтому будем сейчас Пить чай? дегустировать. Ты будешь дегустировать? Да. А потом на беговую дорожку сразу. Ага, точно. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Легко и просто. Что, залипло Но на летних роликах? там на озере у нас так красиво. Угу. Вообще. Ты просто уже отвыкла. Какие там кадры, как там красиво, как там все зелененько, как там то дерево, которое повалено лежит. Мне сейчас мама с дедом класс показываю, как рыбу ловить на озере, на котором рыбу Ну словить это ж не ты можешь. сейчас красноперу словишь. Да. Так, было много комментариев. Всем спасибо, кто написал. Мы максимально могли отвечали, но было просто много. Больше 1000 комментариев на последнем ролике из кухни. Какой 1000? 1500. Это, Я сказала больше 1000. это ролик. У нас был до этого 1400 ролик набрал комментариев. 1800. Больше всего. 1800? Да, у твоих родителей. 1800, да, Вот, но точно. это А мне второй казалось, что это тут 1400. И сейчас проведем такую небольшую экскурсию. В прошлый раз мы не провели. И ответим на самые востребованные вопросы. Начнем мы с посудомоечной машины. Посудомоечная машина предусматривалась. Я об этом думала. Но было много но. Первое. Это то, что посудомоечная машина должна была стоять здесь сразу же.
Вот она бы тут заканчивалась, тут бы шли 2 пенала и все. Ложки-вилки мне было бы ложить некуда. Мы жили 4 года, я их вот туда на противоположную сторону ходила, брала, ложила, мне это надоело. Хочется мыть, высушить посуду и вот так вот аккуратно ее здесь сложить, правильно? Посудомоечная машина бы это не позволила. Единственный бы мог бы быть выход, это под варочной поверхностью это сделать. Такой ящик. Это первое. Второе. Сколько спрашиваю людей, у которых есть посудомоечная машина, у которых есть тоже немаленькая семья, пользуются крайне редко. Когда большое количество гостей, или, ну, я даже не знаю, вот как мне собрать посуду? Это же мне надо много посуды, правильно? У нас 4 человека, мы позавтракали, потом пообедали. Во время готовки ты моешь сковородки, все равно половину посуды, ну это мое такое мнение, я буду стоять и мыть все равно руками. И я посчитала, что в принципе мне это не нужно. Не знаю, будете вы меня осуждать или нет, потому что много писали современная кухня, а посудомоечной машины нет. Но наша семья приняла такое решение, что она мне не настолько обходима. Я без нее обходилась, и я не вижу в ней такой прям глобальной востребованности. Поэтому по функционалу мне подошло, чтобы здесь вилки, ложки были. И приняли решение, и она, как бы, можно сказать, ну, она недешево стоит, правильно? Хорошая посудомоечная машина стоит достаточно много денег. Поэтому склонились к такому, что, в принципе, она мне не нужна. Так, поехали дальше. И вопросы было много, где же ваши ручки? Смотрите, изначально я так хотела, и все, чтобы ручек не было. Сейчас это модно, сейчас это, не знаю, современно. Вот некоторые шкафчики у нас открываются, вот сюда просто руку просовываешь, и вот так вот открываешь. Вот. Все. Вот так же ее закрываешь, и дверка это сейчас так с делают, доводчиком у нас. чтобы ничего Дальше у нас лишнего. есть такие шкафчики, пару штучек, что просто нажимаешь и раскрываешь. Вот, допустим, такой вот шкафчик, тоже был вопрос, вытяжка. Вот Да, у нас сразу имеется отвечаем на этот вопрос. вытяжка. Вытяжки сейчас делают встроенные, вот она. Они есть разные. Она вот встроенные. так, тут мы открываем, и она уходит в вентиляцию. Вот там. Вот так вот красиво, и нигде ничего не видно, она спрятана. И Да. покажи, как она еще делается, если вдруг ты тебя сильно... Если пара сильная делает. готовка, тут сенсорное управление, наклоняешься, все видно, нажимаешь. И если сильно что-то дымит, там рыбу жаришь, что ты вот так вот открываешь ее, чтобы Она больше очень было много забирает решетки. воздуха. Она и так хорошо очень тянет, и все. Тоже было для меня немаловажно, чтобы ее не было видно. Многие встраиваемые вытяжки, они идут вот с такой вот планочкой, которая вот так вот выезжает, заезжает, здесь управление. Но вот видите, вы же задались вопросом. Если у меня вытяжка, ее никто не видит. Вот она полностью. Два в спрятана. одном. Она и вытяжка, и можно использовать ее еще как шкафчик. Все, мне так в принципе удобно. Мне ну, не дает труда наклониться. Тут 3 режима, включите свет и все. Вот. Еще были комментарии про то, что у нас микроволновка высоко. Она идет по стандарту, 1,10 м. Вот я стою, и мне не тяжело ее открыть, и здесь все в доступности сделать. Еще писали по поводу духового шкафа, что типа низковато. Да, я не спорю, если мы делали микроволновку, или у нас еще было дополнительно где-то пространство, отдельно микроволновку, отдельно духовой шкаф, то его можно было бы в принципе приподнять. Ну, Вот. ну согласись, что когда у тебя стояла плита, и много у кого стоят плиты, они вообще стоят на земле, и Да. никто не задается, что она там неудобна. Она приподнята, Мне она удобно. уже выше, чем она бы была бы на духовке. Да, так и есть. Еще очень здорово, что я продумала, это вот здесь под духовым шкафом вот такая выдвижная полка. Туда все наши формы для запекания, все удобно. То есть тут все лежит. Дальше поедем.
писали то, что мы выбрали бытовую технику черную, что это непрактично, что остаются пальцы, что постоянно надо будет мыть. И я не спорю, но это ничего сложного. Есть средства, попшикал, микрофиброй тряпочкой протер, ничего страшного. Это гораздо легче, чем уже многие столкнулись, у многих знакомых, у знакомых сделали кухню, допустим, синюю, серую, коричневую, матовую, и где обещают, что не будет оставаться пальцев. И они остаются. И их, к сожалению, невозможно отмыть. Там надо либо моющие средства какие-то, либо что. Все вот эти вот касания, вот это все остается. На белом мы ж вот уже пожили какое-то время. Вообще ничего не видно. А здесь ничего сложного. Пшикнула, протерла, пользовались вечером. Все равно кухню глобально так вот вечером убрала, и все, и пошли спать. Также с сварочной поверхностью, вот я сегодня готовила, все сняла, помыла, вытерла, и ничего страшного. Поэтому, и все у нас подходит под дизайн. Во-первых, белая кухня с белым всем вообще бы не смотрелось, это было бы некрасиво. И мы сделали вот такие ручки специально. У нас в столе черные ножки. То есть мы мойку купили темную, мы же тоже могли светлую купить. Поэтому мы вот такими элементами. И писала очень много людей по поводу холодильника, что он нам не подходит по цвету, мы сами знаем. Он будет меняться. Да, мы в дальнейшем, в скором будущем его, конечно же, поменяем. Либо на черный, либо на белый. Мы еще думаем. Но больше мы склоняемся, что мы купим сюда черный холодильник. И не обязательно, и скорее всего, что его надо брать не стеклянный. Правильно? Как вот это. Тогда не будет так пальцев. Его надо брать из такого же материала, как наш. Только черный. Вот. Ответила. Еще просто топ комментариев взорвали мы с магнитиками. Я отвечала всем, нам нравится, нас все устраивает, мы не гонимся за какими-то супер трендами. Во-первых, начнем, что здесь наши дети, в основном магниты с нашими детьми, фотографии наши, поэтому, не знаю, глаза закрывайте или что, когда вам будет попадать в холодильник. Нас все устраивает. Только цвет, согласна, мы это сами понимали, мы это сами знали, но в дальнейшем мы его, естественно, купим. Не знаю, какие еще вопросы? Не понимали, да, ручки, как у нас. Вот такого принципа у нас ручки. Сделаны снизу. Они металл. Прям слышно. И они с таким углублением. Тоже матовые. Тоже матовые, ничего не видно. Все, протер и все. Все, в принципе, мы ответили. Думаю, не столь важно там мое расположение. Где там я, что складываю свои миски, кастрюли. Может, что-то еще вспомним где-то, ответим в комментариях. Еще, кстати, писали про нашего Матроскина, такой желейный кот его назвали. То есть с ним делай вот так все, что хочешь. А он терпит. Да. Еще приучили к ласке двоих. Хорошенькие такие. То, что наша жучка, да? Там, которая не хочет ни домой идти, ничего. А только с дедом домой ходит. Только с дедом дружит. Так что будем заканчивать нашу серию. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем спасибо, что пишете нам комментарии, ставите лайки, пишите свои какие-то советы. Мы тоже с вашей помощью сделали кухню. Все это прекрасно знают. Тут уже и не надо ничего. Может быть, так бы с тобой и не придумали, да, если бы нам наши зрители не давали какие-то идеи. Поэтому всех спасибо большое. Всех любим, всех обнимаем. Всем пока. До скорых встреч. Пока, до новых встреч.